Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня знакомимся с маршрутизатором Tenda N300 модельку F3. В нее входит гарантийный талон и описание, LAN кабель 1,5 метра и блок питания, если интересно, то 1,2 метра кабеля и сам роутер Tenda. Вжих, и давайте с ним знакомиться. У Tenda есть 3 антенны. Их хватит, чтобы покрыть двухкомнатную квартиру на максимальной скорости. У роутера есть 3 выхода для устройств: для компьютеров, для телевизоров, либо для приставок. Вы также можете его повесить на стену, чтобы он вам не мешал. Осталось только настроить, и давайте начнем. Подключаем все кабели. Один интернетовский, другой к компьютеру и, естественно, питание. И к компьютеру, ноутбуку, чтобы настроить. Возможно настроить и по Wi-Fi, но это намного сложнее. Запускается система, и роутер сам запускает автоматом браузер. Идет небольшая загрузка системы. Я покажу на примере подключения МТС либо Ростелеком. Они примерно одинаковые. Это через PPoE. Выбираем пункт и пишем данные из договора с провайдером. Логин и пароль. Больше ничего не надо менять в верхней части. Меняем только имя беспроводной сети. Можно оставить такую же. И обязательно пароль. Нажимаем ОК, и у нас, опля, интернет появился. Уже грузится какие-то мегабайты. Пройдемся по меню. Настройка интернета, если у вас сменился пароль, либо сменился провайдер. Меняем логин и пароль. Это легко, нажимаем ОК, и он все сам прогрузит. Также настройки беспроводной сети. Можно изменить имя и опять же изменить пароль, вдруг у вас кто-то его взломал каким-то образом. Также можно поменять частоту, для того, чтобы ускорить интернет из-за большого количества соседей с такими же роутерами сбивает вашу сеть. Можно поменять настроечки немножко, и у вас скорость увеличится. Можно проверить, если кто-то у вас сидит на вашем роутере, через контроль полосы пропускания. Сейчас у меня один компьютер, это мой. Для больших домов необходимо 2 роутера. Второй ставим как повторитель. Он будет ловить сигнал с первого и раздавать его дальше. Это будет в автоматическом режиме, когда вы ходите на второй этаж или на первый этаж. Находим свою сеть, название и пишем его пароль. И все, у вас будет 2 роутера в доме, и у вас будет всегда отличная сеть. Для примера я раздал телефон и интернет и покажу, как это все работает. Когда вы делаете повторитель, ставьте тот же пароль и логин, как и на первом роутере, чтобы вы автоматически переходили со слабого сигнала на более мощный. Давайте еще разберем, как подключиться к Билайну. У Билайна идет автоматическое подключение на их сайте. Заходите на сайт, вводите логин и пароль, и у вас с роутером идет синхронизация их сайта и подключается автоматически. Только нужно будет подождать. Если что-то не получается, не идет интернет, то заходим в управление и сбрасываем все настройки. Бывает такое, что со второго раза у вас все получится. Я вам рекомендую делать обновление роутера. Стараться следить за обновлениями, они реально улучшают сам роутер. Становится быстрее, не зависает, лучше работает. Копируем название последней прошивки, у вас находит сайт Tenda, вносим данные своего роутера как моделька и смотрим по описанию и дата выдачи. Что вот это обновленное, мы его скачиваем, как всегда, на рабочий стол, распакуем его. Нажимаем обновить, выбираем нашу прошивочку, окей, и все это загружается. Ждем несколько минут и зависает. Перезагружаем модем, и у вас все начинает работать. Проверяем, что все нормально установилось, название последней прошивки, все окей, все, мы молодцы, можем работать дальше. Я под видео оставлю ссылку для покупки такого оборудования, и также есть ссылка на наш сайт, где все это описано в картинках. Подпишись и поставь лайк, и комментарии, что бы ты хотел увидеть в следующем видео.